Глава 203. Когда слепящий свет падал на озлобленных духов, они исчезали, испаряясь целыми пластами облаков, сквозь которые с мечом в руке прорвался бог войны в белом доспехе. Это действительно был Цзюньву. Остальные, словно увидев родного отца, все как один воскликнули: «А! Владыка!» и едва не залились горькими слезами. Ступая по свету и ветру, Цзюньву неторопливо опустился на землю и произнес: «Не стоит предаваться панике. С вами все в порядке». Четверо богов войны, обернувшиеся огромным духовным мечом, торопливо приняли истинную форму. «Владыка, вы ведь остались на страже столицы бессмертных?» — спросил Пэймин. «Зачем вы лично спустились сюда?» Повелительница дождя по духовной сети сообщила, что барьер вокруг горы Тунлу разрушен и положение крайне опасное, поэтому я поспешил сюда. Остальные обернулись к повелительнице дождя и подумали: вот оно что. Барьер разрушен, и значит, они могли воспользоваться сетью духовного общения, просто в критический момент никто об этом не вспомнил, все думали только о том, как одолеть темных тварей. «Владыка», Селянь сделал шаг к нему. «Это безликий бай. Он вернулся». Цзюньву с легким кивком ответил: «Я так и думал, что без него тут не обошлось. Он то появляется, то исчезает вновь, и стоило вам спуститься, он вновь куда-то скрылся». «Нет причин для беспокойства», — заверил Цзюньву. «Сначала разделаемся с озлобленными духами, затем отправимся на поиски демона». Все подняли глаза к небесам, где черные клубящиеся тучи рассеивались от мощных лучей света, которые с собой принес Цзюньву. «Выходит, мы предотвратили рождение нового князя демонов?» — спросил Пэймин. «Можно считать, что так», — ответил Селянь. Все же из медной печи вырвался не настоящий демон, а только это. Взгляды присутствующих вновь переместились в одном направлении. Там, лишившись управления Селяня, ничком лежала огромная каменная статуя. Это громадное творение кропотливой работы мастера, упав на землю, походило на небольшую гору. Селянь, стоя ближе всех, коснулся щеки изваяния и спросил Хуачена: «Сань Лан, что с ним делать?» Хуачен, кажется, задумался о чем-то другом, но когда принц задал вопрос, тут же отозвался: «ГГ, не стоит беспокоиться. Пусть остается здесь до тех пор, пока я не восстановлю его первоначальный вид». Неужели его еще можно отреставрировать? Конечно, можно. Понадобится только кусок скалы из медной печи. Я непременно восстановлю его, чтобы колосс мог подняться вновь. Что ж, тогда пусть пока полежит. Сейчас внутри медной печи проснулся вулкан, и нельзя сказать наверняка, когда извержение прекратится. Оставшиеся в небе озлобленные духи внезапно обернулись настоящим смерчем и, пронзительно крича, ринулись в одном направлении. Все в растерянности последовали за ними взглядами и увидели, что нечисть направилась в сторону подземного храма Уюна. Темным тварям некуда было спрятаться от слепящих лучей, и рано или поздно они растворились бы в воздухе, но теперь огромное множество духов скрылось в том подземном храме, словно их что-то туда засосало, оставив небо полностью чистым. «Что происходит?» — озадаченно воскликнул Муцин. Селянь, понимая, что дело плохо, ответил: «Это все безликий бай». Он применил сжатие тысячи, чтобы куда-то отправить духов. Цзюньву взмахнул рукой, разрушив крышу храма, оставшуюся на поверхности, а заодно снял целый пласт земли. Однако внутри не оказалось ничего, кроме только что нарисованного магического поля. «Что он задумал?» — вопросил Фэн Синь. «Куда он направил магическое поле? Куда он их увел?» В прошлом этот вопрос следовало бы задать Лин Вэнь, ее дворец выяснил бы место назначения, не затратив и получаса. Однако сейчас уже сменилось несколько богов литературы, которых поставили на ее место, и в ключевой момент никто не отозвался помочь. От злости Фэн Синь выругался: «Мать их!» Раньше все раздувались от бахвальства, превозносили свои способности до небес и требовали дать им шанс, чуть не ссорясь друг с другом за возможность показать себя. А что же теперь никто себя не показывает? «Больше в жизни не скажу, что от дворца Линвэнь нет никакого толку», — раздался голос Хуачена в императорскую столицу.
Остальные повернулись к Хуачину, который как раз отнял пальцы от виска и продолжил. Он разослал этих тварей по разным направлениям, в разные города. На данный момент удалось выяснить только один императорскую столицу, поскольку там произошел неожиданный всплеск темной ци. Поскольку боги литературы из столицы бессмертных оказались бесполезны, придется воспользоваться помощью главаря мира демонов, чтобы выяснить, куда разлетелись темные твари. Присутствующим небесным чиновникам стало явно не по себе от такой потери лица. Однако это ощущение тут же улетучилось, ведь опасное положение, в котором они оказались, не терпело промедления. Какую цель преследует белое бедствие, ясно без слов, тут и думать нечего. Он специально отправил тварей туда, где больше всего людей. Стоит по ветрию ликов возникнуть, оно распространится с неимоверной скоростью. В столице проживает наибольшее количество населения, и, разумеется, он не обошел город стороной. Пэймин тоже вмешался. Необходимо как можно скорее его остановить, нельзя медлить ни единого мгновения, в противном случае страшно представить, чем все обернется. Боги литературы, пытавшиеся заменить дворец Линвэнь, стали для Цзюнь-У такой головной болью, что никакими словами не описать. Владыка тоже повернулся к Хуачину. Может ли ваше превосходительство точно определить местоположение всех остальных городов? Как раз выясняю. Много времени не понадобится. Инь-Юй, займись. Слушаюсь, немедля ответил Инь-Юй. Когда-то Цзюнь-У низверг Инь-Юя с небес, и тот, несмотря на полную справедливость такого решения, увидев владыку, невольно забеспокоился. Связавшись по сети духовного общения с подчиненными из призрачного города, Инь-Юй наконец осторожно назвал несколько определенных направлений: 300 ли на юг, 270 ли на север. Цзюнь-У обратился к Фэн Синю: «Наньян, ступай на юг». Фэн Синь отозвался не сразу, словно его что-то останавливало, и Силянь догадался, что дело в поисках Цзянь-Лань и ее сына. Принц только хотел замолвить за Фэн Синя слово, когда тот, все-таки ответив согласием, отошел в сторону, чтобы нарисовать магическое поле. «На север отправляюсь я». Не дожидаясь приказа, спросил Пэймин. «Разумеется, ты», — ответил Цзюнь-У. Пэймин кивнул и, сделав несколько шагов, заметил, что Пэйсу идет следом, поэтому обернулся со словами: «Твои раны еще не зажили, а действие яда не закончилось. Лучше остаться с ее превосходительством». Пэйсу озадаченно спросил: «Но, генерал, я ведь не под действием яда». Сочувственно похлопав его по спине, Пэймин возразил: «Ты до сих пор разговариваешь обрывками фраз, это называется не под действием яда». Договорив, генерал Пэй чуть повернул голову, обменялся с повелительницей дождя коротким кивком и ушел один. «Цин, отправишься на запад. Только ни в коем случае не поступай опрометчиво». Цуань Ичжэнь с недоумением спросил: «Для чего мне отправляться на запад?» «И чем это все занимаются?» Повисла неловкая тишина. Впрочем, нельзя винить Цуань Ичжэня в том, что он не понимал, что происходит. Наверное, его и так всю дорогу мучили вопросы: почему его вдруг кто-то ударил? Почему он оказался замурован в стене? Почему из него сделали неваляшку? Почему попросили обернуться огромным мечом? Ни одной секунды, когда все было бы предельно ясно. Видя это, Инь-Юй со вздохом предложил: «Я отведу его. По пути все объясню». Вероятно, больше ни у кого не хватит терпения, чтобы взять на себя такую задачу. «Хорошо», — воскликнул Цуань Ичжэнь. Му Цин, так и не дождавшись указаний, не выдержал: «Владыка, а как же я?» Посмотрев на него, Цзюнь-У ответил: «Сюаньчжэнь, ты, должно быть, забыл одну вещь». «Какую?» — озадаченно спросил Му Цин. «Ты все еще находишься под арестом». Му Цин моментально позеленел. Он и правда совсем забыл об этом. И не только он, а почти все уже забыли, что Му Цин сбежал из-под стражи в темнице столицы бессмертных, куда его посадили по подозрению в применении темного искусства создания духа нерожденного. И это подозрение до сих пор с него не снято, твоя помощь не требуется. Можешь вернуться в столицу бессмертных, срок твоего заточения будет продлен. Владыка.
Это правда не моих рук дело, когда мы все выясним, тайное станет явным, и я, разумеется, тебя отпущу. Но до тех пор я не могу позволить тебе разгуливать, где вздумается. Как это скажется на репутации небес, Муцин не желал мириться с таким решением, но ничего возразить не мог, поэтому лишь тихо отозвался: «Слушаюсь». Глядя на обиженного Муцина, Хуачен, нисколько не скрываясь, громко рассмеялся. Муцин бросил на него взгляд, затем настоящего рядом селяня, и позеленел пуще прежнего, подумав неизвестно о чем. Только повелительница дождя, которая, не будучи богом войны, не стремилась показать свою силу. Она лишь выразила готовность прийти на помощь, если понадобится, и молча удалилась. А селянь, разумеется, избрал самую трудную задачу — отправиться в самый густонаселенный город, императорскую столицу. Цзюнь уже остался, чтобы противостоять 3 горным чудищам, а также, возможно, находящемуся поблизости безликому Баю. Хуачен бросил кости, и при помощи сжатия 1000 ляней вместе с селянем покинули гору Тунлу. В столице уже стояла глубокая ночь, на улицах царила полная тишина, окна и двери всех дворов были плотно заперты. Вынырнув из какого-то переулка, селянь и Хуачен быстро направились по улицам, по пути выискивая следы нечеловеческих созданий. Пройдя несколько шагов, принц приложил пальцы к виску, применил заклинание сети духовного общения и тихо позвал: «Владыка, Синьлэ». «Что стряслось?» «Ты уже прибыл в столицу, мы прибыли, и я хочу вам кое о чем поведать». Собиратель цветов под кровавым дождем что-то с тобой сделал, Хуачен, словно что-то почувствовав, приподнял бровь. «Нет», — ответил селянь. «Он ничего со мной не сделал. Дело в другом, просто я не успел рассказать». Он сосредоточенно начал: «Владыка, вы что-нибудь помните о моем наставнике?» Когда принц упомянул наставника, Цзюнь, похоже, слегка удивился. Спустя мгновение прозвучал его вопрос: «Ты говоришь о советнике Синьлэ?» «Да». «Вам ведь раньше приходилось часто общаться. Не замечали ли вы каких-либо странностей в нем? Во времена Синьлэ наставник всегда лично совершал церемонии жертвоприношений, ведь советники выступают своеобразным мостом между смертными и божествами». Помолчав, Цзюнь ответил: «Замечал». Селянь, задержав дыхание, спросил: «И какие же, Синьлэ, ты правда хочешь это услышать?» «Да». Даже если услышанное тебя разочарует, бросив взгляд на Хуачена, Селянь повторил: «Да». Спустя долгое время Цзюнь неторопливо заговорил: «Твой наставник, будучи советником Синьлэ, занимал должность явно ниже своих способностей. Его кругозор и умения выходили далеко за рамки твоих представлений». Селянь молча слушал. Следующая фраза заставила его сердце потяжелеть. «Я считаю, что по времени, которое твой наставник прожил на этом свете, он, возможно, не уступает мне. А возможно, даже и превосходит меня». Часть догадок принца подтвердилась. Если советник на самом деле прожил на свете дольше, чем сам Цзюнь, выходит, вероятность того, что именно он был одним из 4 хранителей или самим принцем Уюна, увеличивается. Селянь, не выдержав, задал вопрос: «Почему вы никогда не рассказывали мне об этом?» «Потому что я и сам долгое время не мог быть уверен. Но, как вы убедились, когда государство Синьлэ пало, я нашел его и сразился с ним. Но, судя по всему, ему все же удалось выжить. Спастись после битвы с Цзюнь мог только безликий Бай, больше никто». Селянь все это время считал, что советник бежал от мятежной армии, но никак не ожидал, что Цзюнь лично сражался с ним. Но почему вы с ним сражались? И почему, убедившись в своих догадках, по-прежнему ничего мне не рассказали? Ты задал 2 вопроса, однако на самом деле на них есть один ответ. Что я предупреждал, что, возможно, это знание тебя разочарует. Впрочем, также возможно, что теперешний ты, даже разочаровавшись, достойно выдержишь удар». Сердце селяня билось все сильнее, он невольно сжал руку Хуачена, и тот в ответ накрыл его ладонь своей. Тем временем Цзюнь продолжил: «Я узнал, что он, похоже, пытался нечто в тебе пробудить.